Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская. Последнюю запись в подкасте я сделала 14 марта. Позже мы разместили ее на всех площадках. Она состоит из 2 частей. И в ней я поделилась своим видением общего состояния пространства, людей. И как раз там я осветила, что сейчас начинается непростое время. И так было непросто, а сейчас будет такой этап, когда начнут подниматься очень глубинные пласты. И в продолжение того разговора я хотела прийти вчера, потому что прямо считала, увидела усиление, активизацию тех процессов, о которых я говорила раньше. И вчера я зашла домой, у меня четко внутри стояли 2 фразы, которые я и хотела передать в правильное время. Вот сегодня я хотела этот как раз разговор и записать. Просто дала время, чтобы эти фразы переварились и где-то смягчились. Потому что я всегда, конечно, искренна, честна. И в то же время помню, что я говорю с живыми людьми и стараюсь щадить чувства. Потому что даже правду, даже честность, даже ясность можно передать по-разному. Я стараюсь это сделать максимально бережно, насколько это возможно. С уважением к чужим чувствам. Так вот, те фразы, которые были во мне вчера, мне сегодня придется передать уже, как они пришли. Потому что то, что происходит, произошло и происходит, говорит о том, что тут уже, как говорится, подбирать слова некогда. Так вот, вчера во мне звучали такие фразы. Ну все, начался же скач. Теперь только держись. Я это увидела в очень многих аспектах нашей жизни. И сегодняшнее утро показало мне, что, к сожалению, я не ошиблась. И более того, то, что произошло в Москве, показывает, что события развиваются действительно уже по жесткому сценарию. Они и так уже развивались достаточно сложно для нас всех. А то, что произошло, это уже, как говорится, усиление. Вот, поэтому, конечно же, здесь очень сложно говорить. Потому что, с одной стороны,
есть чисто человеческие моменты, которые в любых нормальных людях поднимают абсолютно естественное сострадание, сопричастность. И я сегодня уже сказала свое слово о том, что действительно всей душой и всем сердцем скорблю вместе со всеми участниками события, их семьями и со всей землей. Потому что на самом деле мы соединены гораздо больше и сильнее, и глубже, чем нам кажется. И, конечно же, и во мне это известие подняло очень непростые волны, пласты. И я не ухожу в сторону, я их также проживаю абсолютно честно, открыто, искренне, как я и написала на своих страницах. И с одной стороны, вроде бы достаточно, особо не хочется погружаться, потому что сейчас самое главное — это выдерживать, продержаться, то, что я тоже написала в том кратком посте. Но и в то же время остаются моменты, которые остались не озвученными, всего не скажешь. И я решила уже не дополнять тот пост, а просто отдельно прийти и сказать то, что сейчас осталось неозвученным. А сказать есть что. Потому что в такой ситуации любой человек, любой абсолютно нормальный человек оказывается вовлеченным. И это естественно, это нормально. Я еще раз говорю, мы все связаны. И сейчас самое главное — это как раз ответить себе на вопрос, как прожить этот период. Потому что поднялись страхи, паника, тревожность, все те чувства, которые и так уже были обнажены очень сильно, а сейчас еще больше. Это, знаете, как в печку подкладывают дрова. Вот сейчас, вот во все наши внутренние печи вот эти дрова заброшены снова. Если кто-то сейчас сочтет неуместным эти сравнения, то поймите правильно, мне тоже не просто говорить. Я прошу не цепляться к моим словам, я не прошу меня ловить на каких-то сравнениях. Я сейчас здесь для того, чтобы помочь, потому что это важно. Иногда вовремя услышано слово дает
реальную поддержку. И это действительно важно, чувствовать себя не одиноким в такой ситуации. Помогает тот, кто сильнее. Помогает тот, кто спокойнее. Помогает тот, кто именно сейчас выдерживает. И одно это присутствие уже дарит необходимую поддержку и спокойствие. Это важно в такой ситуации. Потому что на самом деле, конечно же, то состояние, в котором сейчас каждый из вас находится, говорит очень многое. Я не хочу сейчас вдаваться в подробный анализ и расклад. Не до этого сейчас. Я просто хочу донести главные свои мысли, которые, я надеюсь, будут полезны. И действительно помогут выдержать, продержаться и помочь вашим близким в случае необходимости. Единственное, на что мы сейчас можем влиять, это на свое состояние. Мы не можем сейчас, как и раньше, в принципе, повлиять на те события, которые вокруг нас, я имею в виду кардинально, как нам хотелось бы. Поэтому зона нашего влияния — это только наше личное состояние. Вот для этого я и пришла, для того, чтобы вы сфокусировались именно на нем. Это опора, это ваш фундамент, и поэтому все силы сюда, и все внимание сюда. Как я вижу, как я проживаю этот период, достать все свои инструменты, способы, которые помогают, реально помогают. И я точно так же себе помогла и сделала достаточно, чтобы сейчас уже быть в ресурсе и прийти и спокойно говорить. Именно то, что мне нужно передать. Нужно помогать своей психике. Те успокоительные, которые вас действительно успокаивают, обязательно принимать. Это в наше время вообще, конечно, должно быть всегда под рукой, потому что помощь психике нужна обязательно. Только без крайностей, конечно, каких-то, потому что это уже будет другая история. И поэтому здесь нужно быть аккуратными. Помогать всеми доступными средствами. Все, что работает. Все в ход. Начинать с самых простых способов. То, что, как говорится, тут можно сделать. Какой-то разбор, какой-то анализ, если в состоянии вы это делать, то, возможно, он вам и нужен. У меня такая работа идет всегда. У меня это идет все параллельно. Поэтому здесь уже, наверное, каждый сам пусть определяет зону того, что сейчас ему, зону действий нужно сделать. Но здесь особо я все-таки хочу сосредоточить внимание именно вот в поддержании
своего состояния в спокойном состоянии, насколько это возможно, потому что от этого зависит состояние семьи, детей, и это очень и очень важно. Важно не вовлекаться в обсуждения, не вовлекаться в какие-то комментарии, не вовлекаться в обсуждение, особенно в подробное обсуждение новостей. Здесь нужно быть все-таки более трезвым. Максимально дистанцироваться от того, что может замотать еще больше. Вот так, наверное, я подведу итог вот всему тому, что я озвучила. Поддерживать связь именно с теми людьми, кто спокоен, выдержан, кто готов обсудить, если это все-таки нужно, и готов это, способен это выдержать именно на такой ресурсной волне. Как быть с детьми? Если они задают вопросы, конечно же, отвечать. И ни в коем случае не сливать в семью, в детей свои какие-то эмоции. Это очень важно. Детям и так непросто. Им хватает своих переживаний, своих страхов. И до этого уже состояние детей было критическим. Кто уже не первый разговор со мной, те помнят, как я рассказывала в феврале, что творилось с детьми. Поэтому здесь не нужно еще больше усиливать это, не нужно обсуждать это. Единственное, конечно же, как я считаю, я озвучиваю только свое личное субъективное мнение. Как я вижу, если поступает, еще раз говорю, запрос от детей, конечно же, не уходить от этого разговора, а обсудить, дать пространство для того, чтобы ребенок, подросток мог высказаться, что его беспокоит. Нужно обязательно, чтобы он выгрузил из себя свои страхи, свои сомнения, свое отчаяние, все, что он чувствует. Это очень и очень важно. Поддержка и тепло сейчас нужны всем, и детям в первую очередь. Они считывают автоматически наше состояние и состояние того, что происходит вокруг. Дети намного более чувствительны, чем взрослые, намного более обнажены и уязвимы. И поэтому сейчас задача взрослых — защитить их, дать им тепло, поддержку, спокойствие. Поэтому я еще раз говорю, ни в коем случае не усиливать и без того непростое состояние, разбираться самостоятельно, по-взрослому, либо теми способами, которые есть, не то что либо, а сначала все способы доставать и прямо помогать себе. Выравнивать. Вы себя уже знаете, что вам помогает, как быстро помогает. Делать, просто делать по-взрослому. И если нужно, конечно же, еще раз говорю, обсуждать это с теми людьми, кто способен абсолютно спокойно и конструктивно вам помочь. Если нужна профессиональная помощь, обращаться к специалистам и не задерживать свое обращение, потому что динамика может только усиливаться, усугубляться, что, сами понимаете, заберет еще больше сил, нервов, здоровья, и выпутаться оттуда будет еще сложнее.
Поэтому сейчас очень важно остановить вот эту лавину страха, паники и, конечно же, помочь себе, своим близким и всем тем, кому вы сочтете необходимым помочь. Но помогать, опять же, я еще раз говорю, только если сами находитесь в спокойствии, если чувствуете, что вы ресурсны это сделать. Только тогда. А иначе это будет история, когда замотает всех еще больше. В посте я написала, что ни в коем случае не прятаться от своих чувств, не утрамбовывать их. Это вот как раз к этой вот теме, что сейчас поднялись глубинные пласты и будут подниматься. И если они еще будут усугубляться, то как раз вот проживать это все и помогать себе. Вот, наверное, так более корректно будет сказано. Ни в коем случае себя нельзя затыкать сейчас. Потому что все, что проживает тело и психика сейчас, это очень живое, это ваше, это настоящее. Поэтому это нужно обязательно проживать и помогать себе. Повторяюсь, либо самостоятельно, либо обращаться к помощи специалистов. И вот сейчас пришла тишина, и я никак понять не могу считать, почувствовать, надо ли мне продолжать. Потому что особенно сейчас выдаваться в разбор, так скажем, есть что сказать, конечно, есть. Но мне кажется, что, наверное, все-таки вот этого разговора будет сегодня достаточно. Это более правильно. Именно сейчас. А все анализы, наверное, позже. Давайте проживем этот момент. Момент настоящей связи с собой. И со всей жизнью. Это более правильно. А когда придет свое правильное время, тогда и продолжим. Единственное, что вот еще просится, я все-таки озвучу еще мысль, которую
отразила тоже в посте о необходимости дыхания. Это очень важно, потому что когда человек находится в страхе, тело спазмируется. Это я уже озвучивала неоднократно. Тело спазмируется, и человек даже сам не замечает, как он замирает. Поэтому так важно дышать. Дышать как можно глубже. Так вы поможете себе прожить этот период, потому что каждый вдох вы впускаете в себя жизнь. Каждым вдохом вы говорите жизни «да». Каждый вдох — это всегда шаг вперед. И поэтому особо я еще раз хочу отразить именно этот момент. Обратите внимание, как дышат ваши дети, близкие. И постарайтесь создать в своем доме ту атмосферу, которая будет способствовать спокойствию. Ни в коем случае не останавливайте свою жизнь. Вот еще очень важный момент. Вот прям просится этот, тоже сейчас вот эта фраза прям постучалась. Не останавливайте свою жизнь. Просто если необходимо ее скорректировать, то, конечно же, сделайте это, но останавливать ее нельзя сейчас. Не нужно, точнее. Прозвучало несколько категорично. Не останавливайте жизнь. Ее никто не отменил. Она продолжается. У всех у нас есть определенные какие-то задачи, планы. Просто если нужна определенная корректировка, то да, в зависимости от состояния. Ну и больше общаться именно с теми людьми, кто теплый, кто настоящий. Как-то так, друзья. Буду заканчивать. Если возникнут какие-то вопросы, я на связи. С кем я сотрудничала? Я знаю, что многие слушают мой подкаст. Если вы еще не сделали, доставайте все, чем я с вами делилась, и обязательно используйте. Все вам сейчас пригодится. Я, конечно, желаю, чтобы ваше состояние не нуждалось в этом, но если требуется помощь, то по-взрослому берем и помогаем себе. Вот как-то так, друзья.
Я открыта, я на связи. Будут вопросы, пожалуйста. Если будет желание отозваться по какому-то другому моменту, откликнуться, пожалуйста. Я на связи. Спокойного вечера. Всего доброго. До свидания.